Друзья, всем привет! Совсем недавно я рассказывал про свое новое приобретение, про солнечную батарею, которую я хочу сделать импровизированную такую мини-электростанцию на даче. И рассказывал, что к контроллеру, который ее питает, обязательно нужна батарея. И обязательно либо свинцовая, либо гелевая, ну вот как ВБП или автомобильный аккумулятор. Ни в коем случае ни литионки, ни литий-полимерки. И вот я купил себе на бэушке две батареечки вот таких вот от ИБПшки на 12 вольт 7 ампер часов. К сожалению, полностью в ноль убитые, но это не беда. Сегодня я вам расскажу, как можно восстановить такие аккумуляторы от ИБПшки, в этом нет абсолютно никакой сложности, и покажу результат после восстановления. Как же они будут работать. Поехали! Я приобрел два вот таких вот аккумулятора Свен на 12 вольт 7 ампер часов. Взял я их на бэушке на куфоре. Стоили они сущие копейки, то есть я взял два аккумулятора за 10 белорусских рублей, чтобы вы понимали, это $3. Человек мне их отдал с тем учетом, что он не отвечает за их работоспособность, они у него провалялись неизвестно сколько времени. Ну, в принципе, я был согласен, потому что сумма была просто сущие копейки. Ведь новый такой аккумулятор стоит порядка 40-50 рублей. А я взял 2 за 10, пускай, как оказалось, и не рабочих. И давайте я покажу, что с ними можно сделать. Самая распространенная проблема вот данных вот аккумуляторов 7 ампер часов, которые стоят в ИБПшках или в сигнализациях, в том, что они со временем высыхают. В 90% случаев это единственная проблема, по которой данный аккумулятор перестает работать. И она очень легко решается. Может быть, конечно, еще два варианта. Либо банки поймали короткое замыкание, либо внутри осыпались уже непосредственно пластины, при этом их можно выкинуть, тогда такое восстановление не поможет. Но если он высох, то смотрите, что с ним можно сделать. Итак, что нам потребуется? Конечно же, сам аккумулятор. И первоочередно нам потребуется тестер, мультиметр. Изначально замерим напряжение на данном аккумуляторе. Как видим, напряжение на нем 2,29 вольта. И все. Зарядом я пытался поднять его изначально до его 12 вольт. Однако слышно, что внутри что-то кипит. Он начинает греться и ничего не происходит. Если снимаешь зарядное даже спустя 15-20 минут, он должен подхватить хотя бы 10 вольт. На нем все равно остается 4,8 вольта и продолжает падать вниз до 2-3 вольт. Это значит, что он мертвый. Итак, что же нам понадобится для восстановления? Шприц, чистая тара, то, чем его можно вскрыть, и основной ингредиент – обычная дистиллированная вода. Правильно. Данный аккумулятор, скорее всего, высох. Мы добавим в него водички, не электролита, а именно обычной дистиллированной воды. И увидим, что он должен снова заработать. Во всяком случае, второй точно такой же аккумулятор я уже восстановил, поставил на зарядку, и он уже работает. Итак, начнем со вскрытия. Уберем все лишнее. И аккуратненькими движениями по кругу сначала попытаемся прорезать то, что там заклеено. А он всего лишь заклеен, ничего сверхпрочного и страшного там нету. И начнем по кругу его аккуратненько поддевать, данную крышечку. И вот как он выглядит внутри. Похож на самый обыкновенный автомобильный аккумулятор. Под такой вот крышечкой внутри находится 6 банок, которые мы сейчас откроем и посмотрим, что творится внутри. Сверху каждая банка закрыта резиновым колпачком, который снимается простым движением руки. Вскрываем все 6 баночек.
и приступаем к его осмотру. И что мы можем увидеть? А увидим мы то, что внутри он полностью сухой. Там нету ничего. Видите, ничего не льется и ничего не капает. Дальше для наглядности я подключу к нему вольтметр. Чтобы мы видели, что происходит с напряжением. Внутри у нас 2,29. Берем дистиллированную воду, наливаем в чистую тару. И дальше начинаем понемножку из шприца добавлять дистиллированную воду в каждую баночку. Добавляем понемногу. Будем добавлять по одному кубику. Главное, чтобы через верх не поперло. Понемногу добавляем и ждем, пока она будет впитываться. Итак, как видите, в каждую банку я уже добавил примерно по 3 кубика дистиллированной воды, и вольтаж начал самопроизвольно подниматься. То есть у нас изначально было порядка 2,40, как видите, уже 2,60, 2,63, и он продолжает понемногу подниматься. Это говорит о том, что внутри начинаются химические реакции. Наконец-то у нас начинает появляться какое-то подобие электролита. Ждем, пока водичка впитается. Ведь внутри у нас не такие пластины, как в автомобильном аккумуляторе, а там что-то похожее на такие, как губки. И в эти губки в данный момент и впитывается дистиллированная вода. Реакции восстановления начинаются. Итак, я залил почти 3 рюмки, а даже чуть больше, прямо в аккумулятор, во все 6 баночек. Шприц убираем, он нам пока не понадобится. Видим, что до почти 3 вольт самостоятельно поднялся заряд нашего аккумулятора. Это где-то за минут 10. И переходим к самому интересному. Пробуем его зарядить. Заряжать будем умным зарядником iMax, точнее HTRC, это клон iMax B6 V2. Про него я подробно рассказывал, очень много классных функций. Можете посмотреть видео вот по этой ссылочке. И чтобы нам было удобнее, запитаем его от 4S литий-ионной батареечки с паечки на 4000 мАч. Итак, клеммки подключены. Выбираем на данном заряднике режим изначально Extra Function, Digital Power. Что мы делаем? Мы настраиваем его на 12 вольт. Сейчас мы не будем заряжать его, допустим, 2 ампера, а специально дадим разряд в аккумулятор, чтобы поднять его с 3 вольт. Попробуем во всяком случае. Баночки оставляем открытыми, так как внутри должна начаться реакция. И следим, что происходит. Аккумулятор сразу начал потреблять почти 1,5 ампера при 12 вольтах. Подождем буквально пару минут, посмотрим, что за это время произойдет. В
В процессе зарядки выяснилось, что, к сожалению, аккумулятор, у которого изначально вольтаж был около 2 вольт, умер бесповоротно. В нем, скорее всего, закоротило банки, потому что 2 кипят, остальные нет. И выше 6 вольт в нем не удалось поднять вольтаж, к сожалению, никак. Второй же аккумулятор, на котором было изначально порядка 10 вольт, но он не отдавал электричество абсолютно и не хотел заряжаться, ничего не накапливал. После данной операции начал раскачиваться, начал понемногу заряжаться и разряжаться. От него потом даже начала уже гореть лампочка. Здесь я проверяю все это дело специальным тестером. Кстати, прикольная фича, ссылку на нее оставлю в описании. Ну, а дальше продолжаем, разряжаем, заряжаем. Процесс идет, аккумулятор заряжается, и как мы видим, наша умная зарядная зарядила данный аккумулятор примерно на 4000, 3900 с мелочью миллиампер. Но наблюдается очень интересный эффект, и, к сожалению, он негативный. Да, действительно, на зарядке умная зарядная запихивает в данный аккумулятор с разных попыток от 3,5 до 4000 мАч. Однако, когда мы ставим его на разрядку на разных токах, я пробовал и 0,3 ампера, и 1 ампер, то аккумулятор до разряда в 9 вольт отдает примерно 1000 мА. Поэтому можно судить о том, что в этом аккумуляторе из 7 осталось все-таки 1000. Ведь нам важно, сколько он отдаст, а не сколько он в себя примет. Ну вот как-то так, дорогие друзья. Можно ли сказать, что данным способом можно восстановить такой нерабочий аккумулятор? С большего – да, можно. Как видим, полностью неработающий аккумулятор у нас один из двух все-таки заработал. Но надо понимать, что новым он после этого все-таки не станет. Так или иначе, временный износ дает о себе знать. Если внутри он рассыпался, то, увы, уже ничего не сделаешь, как в моем случае с одним из двух аккумуляторов, а который просто подсох, вполне добавляем жижи и возвращаем его снова к жизни. Так что, кому видео было полезным, ставим лайк, подписываемся на канал, заглядываем в описании. Всем пока!